Друзья, всем привет! Это видео посвящено ролевому проекту от мастер-группы Омут. Мастер-группа Омут проводит игры живого взаимодействия. Именно на этом видео мы были группировкой Свободы. И по приезду на полигон столкнулись с весьма интересной ситуацией. Ни военные, ни долговцы не приехали на эту игру. Военные были, но они были в недостаточном количестве и на открытый конфликт с нами не шли. Поэтому видео получилось не совсем динамичным, но оно передает атмосферу игры. И я думаю, в целом вам понравится. Оперативная съемка, мы выезжаем на сталкер, вот мы дождались нашего третьего попутчика. Что я желаю, Шапка заебись, Русик. Она охуенная, ебать, на нее не пизди, ебать. Я ее специально, блядь, покупал, нахуй, это не просто так. А, со мной не поздороваешься, да? О. Хуй тебе, блядь, они здороваются. Да, там полное все. И мы втроем едем, ты понимаешь, а багажник забит. Блядь, мы сколько, пятером ехали, блядь, он был еще, может, еще потом... Степ, слушай, а ты это, на камеру, откроешь багажник? Вроде бы берешь все те же самые вещи. Почему их больше становится? Как это возможно? Как? Едем втроем, кстати, багажник доверху, просто доверху. Следующая остановка будет Магнит. Я хотел сказать, следующая остановка будет полигон, но мы едем в Магнит. Все туда, Рус. Ебать. Матрас нести? Какой? Ну вот это, видел эту хуйню, ебать? Ну, ты на ней спать собрался. Ну. Или ты спать будешь на диване, где бомжи спят. Блядь, давай на диван. Ах ты, сукин сын, я в деле. Я надеюсь, тут хоть что-то видно на камеру. Там вот шумит бар. Фонари. Фонарь потуши. В смысле, у меня оперативная... Вообще выключи. У меня оперативная видеосъемка для... Опа! Ищи себя теперь в прошмандовках завода. А ну подними повыше. Так ты прям возьми сам глазами, Ебать. посмотри. Ебать. Вот это зум. Ладно, надержи. С утра после старта игры мы отправились к леснику передать ему керосин для лампы. Это не было квестом, просто мы решили сделать это по-игровому. Ну и да, мы по полигону передвигаемся в респираторах, поэтому наши голоса сильно приглушены. Ну, для Чароговских. Я вот не помню, короче, один из этих домов это хата лесника. Дальше что? Радиационная зона. Сталкера вроде можно. Тут сталкеров. Тук-тук, есть кто дома? В сторожке нас поджидала неожиданная встреча. Группа военных пришла передохнуть после рейда к леснику. Что-то... Да ладно, это не это свои ребята. Что-то военных тут приголубило себе. Там этот... Керос заказывал. Приголубило, приютили. Керос заказывал. Керос вышел, люди? Конечно, кто еще? Да, точно. Вы слышали, там на Большой Земле рассказывали, что свобода настолько свободна, что все время находится в приподнятом настроении. Но настроение отличное. А еще говорят, что очень чудесные средства помогают вашему прекрасному настроению. А оно помогает. Кто цитрамон, кто... Прямо с утреца.
большой земли прекраснейшая настоечка. Это нам, как военным, выдают. Да, для... Снижение уровня радиации. Так водкой же лечится, какой? Это специальная новая разработка. Так вот, возвращаемся к нашим баранам. Говорят, тут средство появилось в зоне, что хлещет почище водки. Ну, мы понимаем вашу приверженность к зеленым растениям. Да, кстати, ну давайте вы, потом мы. А с растениями другого цвета нет ли случайно каких-нибудь средств? Короче, нам сейчас тоже мы интересуемся там флористикой, там всякие цветочки, там. Короче, нам уже один одиночка рассказал, что видел цветочки, такие, говорит, большие цветы, говорит, ну, растут рядом с радиационными очагами. Вот. И там монтировал гора. Там маленькие были. Говорится, туева хуча, да? Керосином. Ну, пока вы их еще не нашли. Или нашли. Да куда? Только утро еще. Утро еще. Мы так рано свободой пока не ходим. Да. Опа. Давайте, принимайте. Сталкерня. Стволы опустите. Кто там палит? Ну это Пиночет. А, Пиночет? Да. Да, не, Пиночета запускаем. Наш разговор с военными был прерван сталкерами, пришедшими к леснику. Но уже сейчас стало понятно, что это небольшая группа вояк, которых закинули в зону для какого-то своего расследования. Поговорить с ним. Начинается. Пиздец. Вы вообще лютые, что ли? Сталкер, вы с ума сошли? Да, Вы надо, тут здесь куда ни пойди, разговаривать не с кем, сожрут, а ты... У лесника стало слишком людно, и мы решили прогуляться к бункеру ученых. Принял. Да. Так. Здоров, свободен. Да, короче, нас лесник послал сюда, сказал, баба у вас тут есть. Вот не надо вот это. Красиво было. Без вот этих всех моментов. Вот, короче, что он сказал? Он говорит, бабы, говорит, чтобы типа, к нему пришли, там, ну, марафет там навели у него. Хера себе старых рычих хреневших. Да, прочь. Говорит там, ну понял, там бороду надо расчесать, там седину на голове подкрасить. Ну такое вот. Может ему еще до пояса раздеться и станцевать чечетку и взять в заложники воздух? Это лесник, он все может. Дедушка старенький. Ох, лесник. Че вы когда шли? Был кто? Кровосос был. Вот. Ну смотри, короче, я тебе так скажу. Нам же вот эта штука, она слабенькая. Она же его не пробивает. Вот. Нам нужно что-то посерьезнее. Может быть, какую-нибудь там насадку, усилитель, блин, или еще что-то. Это надо техника искать. А техник у нас... Ну, на баре я вроде как видел, что сова зависал. Сова это такой с такими глазами, да? Ну, почти что. Ага. Вот такими глазами. Ага. Смотрит. Нет, сова, вы знаете, он вечно упоротый. Ага. Вот, вечно упоротый, у него обычная заря. Из всего, чаще всего сидит на баре и втирает какую-то дичь. Его легко вычислить. Он как раз технарь. Несмотря на то, что и алкоголик, и немножко странный человек. А что вы одиночек подрядили, они тут патрулируют, что-то ходят? Это ребята как раз помимо проходили, что называется. Кстати, это такой вопрос. Вам же этот сталкера всякую херню приносят. Артефакты там, слушай, может быть что-то заносили? Знаешь, мы такие вот типа, цветочки ищем, цветочки. Цветы были, было дело. Ну, цветы у нас, скажем так, заносили двух типов. Одни, судя по всему, цветы аномальные, я бы даже их не стал бы нюхать. Вот, а другие нашим аспиранткам. Ага. Аномальные цветки вам нужны? Ну вот так вот, ну вот, чисто по-дружески. Ну, было бы интересно. Было бы интересно. По крайней мере, изучить
потому что в них очень много нектара. Будем это двигаться на бар. Опасные существа на болотах встречал. Пиночет! Ребятушки, варнички, вы куда сейчас? Нам на бар надо. Совет. Мы тут рядышком с баром вместе едем, точно надо было найти. Ну все, ладно. Кстати, а что ищете? Ну, как нам сказали, господа ученые, есть некие цветочки, которые вполне возможно могут заинтересовать вас. Да. Да, ну я так скажу. Вы... Поручало взять. Я так скажу, вы приносите нам их, а мы о цене договоримся. Без проблем, скоро найдем. После бункера мы решили посетить местное пристанище сталкеров, бар, и поискать там техника Сову. Мы сейчас дойдем до Совы, поговорим с ним. Денежки же у нас имеются. Спросим, что по монстробою, это, я думаю, важнее всего. И узнаем, что с медикаментами. На подходе к бару мы потеряли бдительность и оказались весьма удивлены, когда увидели спящего на входе излома и двух наемников, которые держали его на прицеле. К сожалению, слышал. С наймами пришлось объясняться жестами, и они показали нам, что мы можем потихоньку прокрасться в бар. Что там за беспредел творится, а? Но он шел, нанюхал, походу, что-то там ему вкусное. Так а вы его обижали или он просто пришел, уснул, сам пришел? Пришел он спит, да? Он спит? Хуй его знает. Тип с базы свободы. Так, во-первых, ищу сову механика. Вот сказали на баре где-то, имеется в наличии. Только что 15 минут назад был здесь. От колдырь. Он опять что ли ушел за бухлом? Не-не-не, он сказал, все это просыхает. Он нам тоже так сказал. Я его потом под Яновом в канаве нашел, ты понимаешь? Я говорю, ты как здесь оказался? Он говорит, не знаю. Да, ну вот знаешь, только реагирует на стук всяких там генераторов, ему там тосольчика подай. Он Вот, как бы и сразу еще смотри. начинает движение. Можем мы... 3 сотки. Можем так с тобой по-тихому, с глазу на глаз, может быть, там в подсобочке Дай, поговорить? пожалуйста. Занимаюсь там, веду операции и все такое. Вот, мне там, если раненых стаскивают, такое, я там могу заштопать, пулю вытащить, там, рану прошить. Но единственное, что, у меня все есть, только медикаментов нет. Понимаешь? Ну я это, как это, проницательно прохожу ту ситуацию. Тебе, то бишь, нужно... Тебе нужно, короче, медикаменты, да? Да. Препараты. Не какие-то препараты. Обычно, короче, тут, когда госпиталь грабанули, препараты, понял, с материальной комнаты, ну, со склада Я медицинского, понял. в коробках Везли, вынесли. короче, да. В коробках вынесли. Там на них сверху написано, типа, медикаменты. Прям на них. Такого не видел, не знаешь, просто... Мне никто ничего пока не... Им это вообще нахер не надо. Вот. А я как бы с помощью этой штуки могу человека и почти с того света вытащить. Ну, я понял. Ну, смотри, как бы информации пока нету на эту тему. Я понял, я прозондирую, ну, ты мне с периодичностью приходи сюда, как бы. Вот сейчас вот просто буквально, кровосос сначала пожрал. Принесли на мне, говорят, зашьешь? Я говорю, а как? А нечем. А нечем, блядь, да? Не, ну просто у меня сейчас ничего нету. Не, я понимаю, я просто спрашиваю, может, тебе ж эти сталкеры, они ж как муравьи, всякую Муравьи, херню да, несут. да. Я отсюда никуда не ухожу, ну извини. Моя Нет, крепость, моя я понимаю. Я сам, знаешь, свою операционную не особо люблю вылазить с нее. Ну ты либо кого-нибудь присылай ко мне.
если вдруг у меня это появится, то... Мы можем сойтись либо на цене, либо какие-нибудь материальные услуги, скажем так. Смотри, мне нужна, короче, какая тема. Тут говорят, что бандосы пролюбили свой общак. Общак? Да. Короче, история вот просто... Я смеялся. Короче, был как-то у них шнырь карась. И как-то пахан дает карасю сумку. И такой говорит: короче, братве, сумочку эту нужно доставить. Ну, карась взял сумку, идет себе, идет. И что? Как у любого человека, у него просыпается любопытство. А что там в сумке? Он сумочку такой, раз, а там общак. Ну, естественно, что карась думает, пошлю-ка я пахана куда подальше. С такими-то деньжищами я могу сам себе банду сколотить. И бежит себе карась такой веселый с деньгами и нарывается на трамплин. Общак в одну сторону, карась в другую сторону. Бежит и полетел. Да, и полетел. И после этого ни карася, ни общака никто не видел. Вот, просто мне, по-честному, бабки там нахуй. Там есть просто одна вещь, которая меня интересует. Вот. Если, ну, как бы, просто, может быть, кто-то что-то будет поговаривать, я, в долгу не останусь. Тебе нужны медикаменты, мне нужна вещь. Ну, ты понял. Понял. Хорошо. Да. Ко мне приходит, Я вижу. Я сейчас все сделаю. с периодичностью спрашивают за такие вещи. Хорошо. Историю про поиск общака бандитов я пропущу по одной простой причине. Общак случайно нашел сталкер в первые 40 минут игры. Внутри обнаружил кучу денег. Испугавшись, что за такую сумму его могут грохнуть, он передал деньги ученым и до конца игры заручился их поддержкой. Лучше мы сразу перейдем к истории излома Саныча, который варил в зоне самогон. Я думал, как ты жил круто. Заходите молча и не пиздите много, потому что Саныч бывает рефлектует на вот эту херобору. А куда ее? Там повесь, блядь, где-нибудь, не знаю. Саныч, у тебя настроение вообще какое? Поганая. Да? Такая же хуйня, если честно. Точно такая же хуйня. Сука, да, охладитель спиздили. Слышали? Охладили спиздили, Саныч. А что за охладитель? Охуенно. Что за охладитель? Что это такое? Помнишь, я Сэм гнал? Рефрижератор, блядь, что ли? Помнишь, я самогон гнал? Ну да, мы пили, бля, я вам скажу. А я тоже пробовал, я помню. Не будет больше самогона. Да ну ну. А я чем жить буду? Как выглядит твой этот самогонный аппарат? Охладитель вечно холодный, сам по себе. Вечно холодный. На большой горе встречал такой? А? Хорошая была штука. Найдем, притащим. Попадется. Я тогда Ну там ничего нет. пацаном в синей шмотке Найм. Ходи, ты у ученых был? отключился. Просыпаюсь, ни пацана, ни охладителя. Гандон получается. Синий шмотке. Сова, родненький, говорит Стив. Сова, мы тебя искали. Вот ты на связи объявился. Скажи территориально, где сейчас находишься? Я в баре у себя тут в своем уголке среди бутылок. Ну это ничего. Ничего не знаешь? Или что-то знаешь? А что ты все-таки здесь ходишь? Что-то ищешь? Что-то лазишь? Подожди, а не тебя я возле своей грядочки-то видел? Меня? Ты мой огурец украл. Кто попиздил огурцы, блядь, у Саныча? Признавайся, ты спиздил мой огурец или нет? Нет. А хуй с ним. Наш не пизди. Зачем? Излом сказал, что он немного проголодался, и мы поспешно ретировались от лесника. Он Также совсем в кидал. ближайших развалинах нам посчастливилось найти аптечку, полную медикаментов. Ты этот. Ага. А вот это что?
Возьми. Мое? Это твое. Забирай. Там у меня какой-то ящик, ебать. Руль нашел. Скип на связи, прием. Я сейчас к бару двигаюсь. Давай, я уже на баре. Все, отдыхай на баре, я сейчас подойду. Наконец-то состоялась долгожданная встреча с оружейным Вот он, механиком выполз. Совой. Ну пойдем. А что смотреть? Нечего смотреть. Слышали, можешь дробовичок усилить. Но есть несколько путей вариантов. Либо нужны инструменты и, соответственно, докупить нужные компоненты, которых в малом количестве, но есть бармен. Либо есть вариант найти одну волыну редкую. И вот если эту волыну притащить, она доработанная, я вам не в обиде вас не оставлю. А себе технологию. Короче, где-то в аномалии грабанул. Так что есть, как говорится, два путя на данный момент. Еще, я думаю, условно можем договориться, если нужны запчасти кое-какие, чтобы генератор починить. Нужен стартер. Ну, автомобильный обычно подойдет. Где-то лежит на территории. Такого у вас медика нет? так я медик. Потому что все, у тебя медицина есть. Сейчас будем практиковаться. Нет, я уже мне нужны медикаменты. У меня это и так медицина была. Мне коробка с медикаментами нужна. А, там еще и медикамент. Да. Я не видел. Никто не видел. В зоне у нас то так ты грабанешься, и тебя что, и никто не вылечит? Нет. И будешь умирать? Да, у меня так пациент на столе умер, блядь. Операционном. А зачем тебе операционный стол тогда, если все равно умрет? Ну вот так Потому вот. что клятву Гиппократа давал. Чем можешь, тем поможешь. А, ты врач, да? Да. Ну, пить. Либо запчасти, и тогда можно будет попробовать один экспериментальный образец выкупить. Со скидкой хорошей от бармена. Запчасти, потому что нужны на генератор, на бар. Сейчас я вам дам. Там есть у меня списочек, чтобы быть точным. Так, ну да. Одна запчасть нужна и один старт. Так. Оттуда у меня там уголок был, инструмент разный был. Чего только не было, а потом как-то все растащилось, потерялось, бар забросили. Одна пыль осталась. Ты знаешь, что старый бар? Нет. Я там не шел. Давно это было. Как будто бы, правда. Ладно, мужики, спасибо. Погнали в том направлении. Там старая церковь была. Нет, там тоже там есть еще какой-то типа полуподвал, что-то такое. Да. А ты знаешь, где он? Да. Пошли. Для чего же мы так упорно искали встречи с техником? Мутантов можно убить ножом, гранатой и дробовиком, с условием того, что на дробаше есть усиливающая насадка. Эту насадку может изготовить Сова, но у него нет инструментов и деталей, поэтому мы отправились на поиски квестовых предметов. Рейд выдался долгим, но достаточно продуктивным. В середине рейда у меня села камера, поэтому я просто подведу итоги нашей вылазки. Мы нашли артефакт Медузу и набор инструментов. Продав артефакт бармену, а инструменты механику, мы наконец-то смогли улучшить дробовик до монстробоя и взяться за наш основной свободовский квест – поиск аномальной растительности. Пока мы улучшали дробовики, сталкера притащили аномальные цветы к ученым. И для того, чтобы заполучить эти растения себе, мы решили поработать на науку. Кол, ты что тут? Аспиранта клеишь, что ли? Здрасте. С яблоками. Лучше бы к нам бы зашел, полечился. А
я пришел, Знаем вам ваши принес речи. пиво, блядь, а потом его, блядь, Свободовец. Ну да. Свобода. Нам слушали. Вы даете всю информацию про ваших? В общем, там схрон есть. И там какой-то материал, который вроде как интересен доку. Больше информации у меня нет. Не, ну док человек хороший, как бы помочь можно. Вот. Вот это могу предложить. Но опять же, так как это задание дока, оплачивается оно доком. Да, весьма хорошо. На данный момент пока все. Артефакт душа нужен. Очень нужен артефакт душа. Вот, за душу я готов выложить 5000. За вашу вряд ли, но вот за артефакт Словно душа. сам дьявол это говорит. Интересно. Есть еще одно высокооплачиваемое задание. Живой болотный кровосос. 8000. Не-не-не. Ты серьезно? Так, блядь, огневая мощь высокая, мы его, ну, мертвым принесем. Не, мертвый не нужен. За мертвого не заплачу. У нас рядом с базой там аномальное поле, ночью, оно понял, ночью светиться начало. Раз туда группа сталкеров ушла, человек 5. Не вернула. Да, 2 ушла, блядь. 3 идет, блядь. Мы говорим, чуваки, ну подумайте. Туда 2 группы ушло. Ну нахер вы туда лезете, блядь. Ой. Надо вот что-то надо им там, блядь, было. Недолго думая, мы решили искать схрон с каким-то материалом, который был интересен доктору Гансу Мессеру. Ебать! А вон медуза, видишь? Медуза. А ну хуйни туда гранату, вдруг там какие-нибудь аномалии. Достать? Давай. Надо найти вещества какие-то в банках. Ну, медузу зацепи. Опа, на. Лестница. Ну пусть он спускается, а мы посмотрим. Ого. Аптечка. Я так понимаю, это то, что вы ищете. Нет, это хуйня полная. У нас же есть такая аптека. Там что-то другое, походу. Что тут, блядь? Во. Да нет, тут нихуя, блядь, нет, это мусор какой-то насыпанный, ёбаный. Да, это аптека обычная. У нас есть уже такая, я же говорю. Ты это, медузу-то цепанул? Ну красавчик. Голяк, да? Какой голяк, блядь. Потом сначала до бара или сразу до... Давайте до бара. Давай до бара. Да, это что? Ну, глянь, там особо нечего такого. Что хоть аптеку? Вы уже убрали? Дядь, давай выгребай туда свою жопу, нехуй там торчать в этом подвале, поехали. Конечно же, в схроне лежал нужный нам предмет и артефакт Медуза. Нам пришлось наврать одиночке, который увязался за нами, что это обычная аптечка. Просто банальная предосторожность от пули в спину. Мы отдали сталкеру Медузу, а сами поспешили обратно к ученым. Чего? Приглашай. Да, запускай. Ходите. Дока не оказалась на месте, и мы решили его дождаться на бункере ученых. Кто шебуршит? Доброго. Что, как удочка? Доброго денечка, мерки. Ну как? Так, господа, как и было объявлено в эфире, сталкер, бежевый костюм целиком, шевроны, синий кружочек. Значит, похитил экспериментальный образец, ускоритель. Ой, да господи, что ты там это? Дуло гаусовки он спиздил, блядь. Вот так нормально скажи и все. Ускоритель, шмагаритель. Да, ускоритель частиц, блядь. Да. Только бесствольная коробка. Док прием. Аспирантки вышли на связь. Кстати, вы им что, вы им самый говняный телефон выдали? Они всегда звучат как из жопы просто какой-то. Они не привыкли кричать в рацию. Они шепчут мне.
Шептуны. Дай телефон свой. По своему позвони, ты какой? Вот. Вообще никаких новостей. Абсолютно. Вообще ничего. Так, блядь. Ни слуху, ни духу, ни А ну-ка, Так что ждем. Так что ждем. Говорит командир бункера ученых. Срочно разыскивается док. Он должен прибыть в свой же бункер. Подожди. Вот он, блядь. Мы тут тебя уже ожидаем. Ученому понравилась посылочка, и он с удовольствием поделился аномальными цветками. Бля, подержи 2. Ну, 1 вот я возьму, 2 держи. У нас вот еще есть контейнер. Понял. 1 туда давай запихнем. Дальше, по сценарию, эти цветки должны были у нас обнаружить военные, обвинить в незаконной контрабанде аномальных образований и начать заварушку. Но игра подходила к концу, и встреча с военными не состоялась, поэтому можно сказать, что свой основной квест мы выполнили. Давайте перейдем к полюбившейся всем рубрике смешных моментов, которые не вошли в основное повествование. Наука! Носилки, Крамер. Стойте! Ой, блядь, короче, руки. Значит, блядь, тупая война. Чё? Открывай калитку. Хули мы стоим в пороге, блядь. У него теперь погоняло новое, тюнер. Ну что, блядь, у тебя болта налетим, блядь, нахуй твою всю вот эту охрану, блядь, и эту всю залупу, блядь, чисто будешь с кайфом пацанами тюнера, блядь. Один тут тоже был, говорит, я Андрюха, блядь, я Смирнов, я туда-сюда, я говорю, блядь, ты шофер, блядь. За крутые берега, как речка быстрая, как одинокая луна на небе ждет меня. Боюсь, блядь. Блядь, все, бензин закончился, блядь. Идите, собирайте бензин. Бабки верни тогда. А, все, ебать, провез, прокатил. Спасибо за просмотр. Вот такое большое видео получилось с двухдневной игры. Если вас заинтересовал проект и вы хотите в нем поучаствовать, то ссылка на мастер-группу указана в описании. Также подписывайтесь на наши группы в соцсетях, чтобы получать уведомления о новых видео и следить за развитием нашей команды. Увидимся на полигоне. Всем пока.